Всем привет, это Антон Долин и радио Долин из города Вильнюса. Мы здесь с Сергеем Лазницей. Всем привет. Этот выпуск мы записываем в Вильнюсе. Именно здесь работает, точнее говоря, один из тех городов, где работает выдающийся наш современник, кинорежиссер Сергей Лазница. Мы решили посвятить этот выпуск ему, разговору с ним, разговору о его фильмах, и не просто так. Дело в том, что сейчас, когда идет жестокая и страшная война в Украине, мы обращаемся к искусству, кино, в том числе к современному и в особенности к документальному, которое говорит нам о контексте этих событий. Один из последних фильмов, который сделал и выпустил Сергей Лазница, так и называется «Бабий Яр. Контекст». «Бабий Яр» — это один из фильмов, которые посвящены Украине в космополитичном творчестве Лазницы. Вместе с другими его фильмами об этой земле, такими как «Майдан» — это документальная картина 2014 года, и «Донбасс» — это уже игровой фильм, вышедший в 2018 году и посвященный уже войне, мы можем, глядя на экран, вглядываясь в него, вдумываясь, всматриваясь, размышлять о причинах и о возможных последствиях той трагедии, которая разворачивается прямо сейчас. И затрагивает, конечно, не только Украину и Россию, но гораздо более широкое пространство. Пространство не только реальное географическое, но и пространство нашего представления и нашей мысли. Поскольку речь пойдет и об общих образах, и о символах, и о пропаганде. Все это темы, без которых сегодня не обойтись. Сергей Лазница – режиссер, принадлежащий всему миру, хотя сам он себя называет украинцем. Он родился в Белоруссии, он провел детство и юность и учился в Киеве. И Бабий Яр – это то место, мимо которого он ходил на протяжении долгих лет, и об этом вспоминал. Сергей Лазница учился на кинорежиссера в Москве, работал на студии документального кино в Санкт-Петербурге, потом он уехал в Европу западную, он жил и работал в Берлине. Последние его фильмы посвящены событиям постсоветского или же советского пространства. К примеру, победивший на фестивале документального кино в Амстердаме ИТФА фильм «Господин Ландсбергис» — это картина о борьбе стран Балтии за независимость от СССР и, в частности, о борьбе Литвы. Поэтому мы сегодня в Вильнюсе, хотя речь пойдет не столько и не только об этом фильме, о нем мы уже рассказывали в нашем специальном амстердамском выпуске. «Майдан» из нескольких документальных лент, посвященных событиям украинской революции, наверное, «Майдан» Лазницы самое монументальное. Это попытка сделать шаг назад или же шаг в сторону. Режиссер говорил в какой-то момент, что фильм снят с точки зрения неподвижного наблюдателя, может быть, даже это не человек, а просто камень, который стал свидетелем вот этой вот потрясающей перемены в обществе. И когда мы видим в самом начале фильма «Море голов», когда мы слышим народный хор, мы понимаем, что это рождение народа, рождение новой Украины. И этот фильм невероятно драматичный и очень красивый, состоящий исключительно из хроники, как почти всегда бывает в фильмах Лазницы, без авторского комментария, как будто ему противопоставлен фильм «Донбасс», в том числе потому, что это фильм игровой. Игровой, но составленный из сценок, подсмотренных на YouTube. Это сценки ДНР, ЛНР, вот этого вот состояния промежуточного, то ли независимых республик, то ли пиратских государств внутри Украины, которые находятся в перманентном состоянии войны,
войны. Фашист плохо, очень плохо. Мы рады поздравить вас с праздником любви и молодости. И это, конечно, фильм о постправде, о пропаганде. Он не случайно начинается с интервью подставных свидетелей для подставных новостей. Они же и закрывают эту фрагментарную картину, гротескную, страшную, но временами еще и очень смешную. Что же касается фильма «Бабий Яр. Контекст», это фильм, который нас погружает в события прошлого и, в общем-то, в какой-то степени говорит о том, что это состояние войны, которая постоянно мигрирует между гражданской и войной с другими странами и государствами, войны, которые часто находятся в головах. В этом состоянии СССР и постсоветское пространство находились практически всегда. И, конечно, ответы на многие вопросы находятся именно там, во временах Второй мировой. Ну, в общем, сейчас мы поговорим с самим режиссером о том, как связаны прошлое и настоящее, и о том, как одного не существует без другого. Сережа, привет, я ужасно рад тебя видеть. И я, конечно, планировал изначально, чтобы наша беседа начиналась с каких-то общих тем. Тема общая у всех сейчас одна — война. Но все-таки не могу в качестве какого-то предисловия не спросить о том, как же так получилось, что ты уже враг номер один для России со своими, как мы все знаем, русофобскими картинами, сейчас уже попал во враги и Украинской киноакадемии. Что вообще случилось? Нужно спросить Украинскую киноакадемию и тех людей, которые это все затеяли. Ты какие-то скрепы нарушил, да? Видимо. Ну, я так полагаю, что очень не понравилось мое высказывание по поводу того, что не все российские фильмы необходимо запрещать на европейских фестивалях и дать возможность тем режиссерам, которые против режима и против войны, против Путина, и высказали свою позицию, дать возможность им все-таки показывать свои фильмы. Вот. Слушай, я разговаривал с коллегами из Франции, и они мне сказали об одном случае, который действительно заставил меня задуматься. Что в повторный прокат выходит какой-то из фильмов Михаила Колотозова. Ну, Колотозов — великий режиссер, гуманист, мы все понимаем. «Летят журавли» — образец, единственный русский фильм, побеждавший в Каннах. Но вот я подумал, фильм о жертвенном, гуманистичном, человечном, влюбленном советском солдате сейчас в контексте происходящего действительно выглядел бы, ну, немножко как-то неуместно, фальшиво. Может быть, я не говорю о каком-то запрете, канцелинге, ну, тем более в мировых масштабах принять его невозможно, кто бы этого не требовал. Но какое-то переосмысление отношения к российской и советской культуре, наверное, совершенно неизбежно. Ну, я не знаю, я над этим не думал еще, но я не вижу чего-то такого, потому что этот фильм принадлежит своему времени. Мы сейчас подходим к этому совсем с другой точки и с другого нашего знания и переживания. Мне кажется, что это не совсем правильно, так уж наотмашь. Возьмем более радикальный случай, когда начинают сбрасывать памятники колонизаторов, скажем. Но это другое время совсем было. Невозможно вообще представить Европу другой. Все равно, что просто вычеркнуть свою историю. Послушай, ну когда сносят памятник Дзержинскому, мы же с тобой это одобряем? Ну, я одобряю точно. Или как признак времени он должен стоять? Ну, это серьезный вопрос на самом деле. Серьезный?
Дело в том, что Дзержинский пролил огромное количество крови, и значит, колонизационная политика, и там, не знаю, движение испанцев или португальцев или англичан в разные стороны — это часть жизни тогда. Можно сказать, что это часть жизни и Дзержинский, но на самом деле это не совсем так. Все-таки он совершал колоссальные преступления против своего народа. Ну хорошо, то есть ничего хорошего, но понятно, что это тема культурного канцелинга или культура отмены, она бесконечная, долгая, дико болезненная для всех, для тех, кто отменяет, настолько для них болезненно, что они это делают, для тех, кого отменяет или кто себя ассоциирует с теми, кого отменяет, но ты же не можешь не согласиться с тем, что нынешние страшные события в Украине, в частности, в том числе, связанные с тем, что организация под названием ФСБ, она ведет свою историю, ну, куда-то вот туда, 100 лет назад, к Дзержинскому. Это не организация, связанная с новой постсоветской Россией. И очень многие вещи, очень многие явления тянутся нитью не разорванной с тех самых пор и никуда не делись. Собственно, очень многие твои фильмы об этом. Ну, да, это так. И не только ФСБ усилия там, но и все остальные наработанные практики за весь этот исторический процесс тоже отпечатываются. Мне кажется, что это просто очень даже логично разворачивающаяся история, все, что происходит сейчас. И, в принципе, это можно было и ожидать в тот момент, когда рухнул Советский Союз и не свершилось суда над преступлениями, которые совершала эта советская власть, или эта группа бандитов, которая захватила эту власть, до сих пор ее держит. Вот в этот момент можно было уже предположить, что так как не было хотя бы даже морального и юридического осуждения, и хотя бы морального осуждения, не было принято никаких документов на уровне государства, не были сделаны шаги по восстановлению статус-кво, который был до революции, ну, как то, например, поднять вопросы собственности и какой-то компенсации, и сказать публично, что больше подобных вещей не будет, и мы это фиксируем раз и навсегда. То есть такие вещи не были совершены, и, соответственно, понятно, что все это пахло рецидивом. Я могу себе предположить, что даже развал СССР был таким шоу. У меня есть такое предположение, я все дальше живя и узнавая все больше и больше, я на это предположение как-то все больше для меня становится ясным. Меня все время глубоко впечатлил твой фильм «Майдан», и это, собственно, единственный фильм о событиях Майдана, было несколько документальных картин, которые имеют именно вот за счет этой твоей какой-то отстраненности, того, что ты отходишь, делаешь шаг назад, он превращает это в какую-то грандиозную метафору рождения нового. И мне кажется сейчас, что борьба путинской России или Путина с Украиной — это еще и борьба архаики, вот какого-то чего-то очень древнего и неумирающего, какого-то Дракулы, как этот спящий в твоем же фильме «Государственные похороны в гробу», но при этом бессмертный Сталин, вечный. Вот он, с одной стороны, мертвый, а с другой стороны, каким-то образом вечно живой. И это не прекращается. И вот этот вот СССР, мертвый и вечно живой, бросается на Украину не только потому, что это там антидемократическое государство против демократического, допустим. Или огромная империя против того, что она считает своей бывшей колонией. Кажется, как будто бы для Путина, который пытается все время восстановить и оживить старое, вот как доктор Франкенштейн пытается, берет разные куски от трупа и склеивает своего этого монстра. Вот свой воображаемый СССР Путин пытается таким каким-то же образом составить, что он кидается на Украину, потому что она живая и молодая и новая. Вот что ты об этом думаешь?
Ну, я сразу же вспомнил высказывание Мераба Мамардашвили за круглым столом на какой-то из передач «Радио Свобода», по-моему, в 90-м году, когда там историки, и вот его пригласили как философа, обсуждали события, которые происходят в СССР. Вот все, значит, падает режим, все прекрасно, все замечательно. У нас впереди новое прекрасное будущее, а с этим мы уже навсегда распрощались или прощаемся. И Мамардашвили сказал, что он не согласен с этим категорически. Почему? Он очень точно определил, что не жило, то не может и умереть. Вот это мертвое, оно не живет. Оно присутствует как мертвое, а живому нужно прорасти. И вот в Украине были и задатки, и корневища к тому, чтобы прорасти. И в Украине проросло. Я думаю, что страна не была все 70 лет, а особенно первые 30 страшных лет, под оккупацией или, как там, не знаю, под Советским Союзом. Все-таки была часть Галичины и Волынь, по-моему, эта часть не принадлежала, это была Польша. Все-таки. Какое-никакое на тот момент демократическое государство, которое все так вот каменело по ходу тоже в то время, но тем не менее. Значит, и до этого это была все-таки западная культура, есть такие ценности западной культуры, как признание персоналити, личности, человека, и все-таки государство строится для человека, и эта ценность, она была раньше, она была еще заложена в первых, там, не знаю, в Греции, в Риме, потом, значит, это право первое появилось и так далее. Ну, речь шла не о рабах, речь шла о гражданах, но потом постепенно все стали гражданами в разной степени, в разных странах. Но можно даже это смотреть на карту и так видеть, как постепенно становились. То есть там и на территории Германии тоже там было что-то похожее на крепостное право, но в другой форме. Но, например, Литва, Латвия, Эстония, когда даже были под империей или входили в империю российскую, все равно имели более мягкие законы, чем в самой Российской империи. И та часть вот Украина, которую мы сейчас называем Украиной, вот эта территория, долгое время была все-таки Речью Посполитой. Эта история тоже влияет. Скажи, ну понятно, исторические корни окей, но сейчас мы же видим, мы все время об этом спотыкаемся и жутко злимся на это, или наоборот кто-то ликует, когда видим, что вот эти советские постимперские приметы несет каждая постсоветская страна в том или в ином. Да. Почему украинцам удалось? Ну, я приведу один пример. Вот они в разной степени несут эти постсоветские приметы. И в разных вещах, и разные приметы. И конечно. это ответ, почему украинцам удалось поздно. Потому что мне кажется, что это должно было случиться сразу же после того, как распался Советский Союз. Вот это другой вопрос. Поскольку вот те 30 лет после распада, они в какой-то степени потеряны исторически. Почему? Вот маленький пример. Дело в том, что сейчас говорят, что вот, скажем, советская армия была оккупационной, да, на территории Украины. Прекрасно. Значит, в Литве, вот где мы сейчас находимся, тоже советская армия была оккупационной. Как только Литва стала независимым государством, первое, чем занимался Витаутас Ландсбергис, это всю армию отсюда удалить. Причем всю, это до последнего выключателя, до последнего гвоздя, чтобы они забрали все свои танки, все свои пистолеты, оружие, там, все отсюда вывести. То есть, говоря словами Владимира Путина, демилитаризация. Абсолютно. Всех солдат, значит, давай не будем говорить словами, пусть Путин говорит своими словами. Это значит, так. Да, у нас свои, но всех солдат все, вот нету этой армии, потому что она оккупационная. Да? И мы создаем нашу с нуля армию. Армию независимой Литвы. Это очень важный жест. Что произошло в Украине? Что, все вот это вот убрали? Нет, просто поменяли шапки и приняли те же люди новую присягу. Все.
Кто захотел, кто не захотел. Совсем другое отношение. Значит, и поэтому и это одна из черт такой задержки. Об этом мало кто вспоминает. Но это необходимо было сразу делать. В это время можно было начать формировать то, что формируется только сейчас. Отряды территориальной обороны, как в Швейцарии. Но это тоже такая превентивная мера, которая показывает доброму соседу, что он должен быть добрым. Вот, и так далее. То есть это все было потеряно. И такая жестокая цена, которую платит сейчас Украина, и в том числе и потому, что не было и проведены реформы за все это время. Очень важные реформы. А занималась, скажем так, элита своими делами. И сейчас сложно уже говорить, но глядя назад, или, может быть, после войны, это необходимо тщательно проанализировать. Послушай. Я не снимаю нисколько, чтобы никто не думал, ответственность этого агрессора, который всегда существовал, всегда желал. Я уверен, что в 1991 году, когда распадался Советский Союз, существовал план сборки назад. Я просто уверен, что это продумывали. Значит, и каким образом это будет собирать? Меня удивило, как-то я нашел в интернете интервью Дудаева, 93-й год, по-моему, Джохара Дудаева. Значит, и он там говорит, что вот будет там и после войны в Чечне, будет Грузия, потом будет Крым. Он просто говорит о том, что он, видимо, слышал. А потом Украина. Вот, собственно, если такой человек говорит такие вещи, нельзя не прислушаться, поразительно. Или если там, допустим, Путин на Мюнхенской конференции говорит такие вещи, что Украина это территория, нельзя не прислушаться всем. То есть колоссальная ответственность этих ребят, которые стояли у власти, там, кто Обама был в это время, не знаю, что они это пропускали, не обращали на это внимания, смотрели на этого молодого задорного, который в глаза ему смотрели, значит, видели там, я не знаю, какое-то светлое будущее, и человека, с которым можно общаться, разговаривать, которому можно верить, да, это что такое вообще? Это с них тоже необходимо спросить. Слушай, все началось очень давно, ведь Вторая Чеченская война, ты же помнишь, самое начало, до Мюнхенской речи задолго, самое начало правления Путина. И я работал на «Эхе Москвы», была разнарядка, мы не называем это войной, мы называем это контртеррористической операцией. И бомбежка Грозного, и куча жертв, но мы не знаем цифры, до сих пор они неизвестны. Знакомая картина. Да, но в сознании россиян существует этот имперский нарратив. Он существует. Когда бомбили, я помню, я жил в это время в Москве, когда бомбили Грозный, даже представители демократических партий говорили, а что поделать? Что поделать. Или хорошее дело? Давайте дойдем до Ставрополья, и там станем войсками, значит, говорил Явлинский. А кто-то там спорил с ним и так далее. Но не было вообще таких политиков, которые бы, может быть, были на единице. Это не было вообще трендом никаким, которые бы пытались это все остановить или как-то. Потому что вот все ужаснулись. Давай сейчас сделаем шаг от России снова в сторону Украины. Можем ли мы сделать вывод о том, что сегодняшнее такое героическое сопротивление, главное, дух нации и существующий президент, который очень многим, даже моим украинским друзьям и товарищам, совершенно не нравился, президент Зеленский, что это такое, актер, настоящий ли он политик, что произошло такое сплачивание и такой подъем духа в сопротивлении большему противнику. Можно ли считать, что это что-то, родившееся тогда на Майдане, какое-то чувство собственного достоинства, самоуважения, которое, какая-то эпидемия начала передаваться из Киева по всей стране? Да, но чувство собственного достоинства было, оно просто проявилось на Майдане. Нет, конечно, я не говорю, что оно не рождается из ниоткуда, естественно, это невозможно. Для меня, как для киевлянина, например, избиение там на улице студентов, это было и повод
Да-да-да, для Майдана. того, чтобы вышли люди. Это страшно, вызывает страшное возмущение. Я знаю, что киевляне и жители Украины терпеть это не будут. Это абсолютно точно. То есть это уже существовало. А дальше они совершили шаг, потом второй шаг, потом, значит, прогнали этого вора, который называл себя президентом. Вот. И, конечно же, в этот момент что-то зафиксировано было очень четко. И, конечно, это продолжение, то, что происходит сейчас, такое сплочение, это продолжение борьбы. Мне кажется, что вот в этот момент рождается нация как раз. Вот в этот момент она рождается. И в этом смысле очень странно наблюдать, как Запад все время сдает. Вот такая предательская политика в целом. Во-первых, они опаздывают все время со всеми делами. А во-вторых, у меня было такое ощущение, первые 3 дня войны все ждали и смотрели. Ну, как бы, если съедят, удастся операция, Блицкриг, ну окей, мы, конечно, пожурим, мы, значит, там какие-то введемся, ну, потом все нормально. Ну, как точно так же было, как с странами Прибалтики, когда Советский Союз забрал их. Да, они, конечно, флажок держали, что это и где-то посольство поддерживали, но, тем не менее, с Советским Союзом имели отношения. Да? И вот эта вот вся политика такого, ну а куда деться, мы на одной земле, политика такой лояльности, мне кажется, что она проглядывала вот эти первые 3 дня. Когда не получилось, благодаря героическому сопротивлению и умению военных, и сопротивлению народа, никто не повелся на это. Это понятно было, что никто не поведется. Это далеко ходить не надо. Только, не знаю, глубоко в бункер это не доходит. Не доходит. Но это понятно, это все было очевидно. И только благодаря этому дальше, там, не знаю, был митинг в Берлине, потом, значит, канцлер принял решение, что наконец-то вместо касок там мы будем поставлять какое-то существенное оружие. И дальше поехало уже все по накатанной. Но цена вот этой медлительности – это тысячи жизней украинцев и разрушенные города. И то, что они сейчас не закрывают до сих пор, это небо, говоря о том, что они не хотят принимать участие в Третьей мировой войне, это просто катастрофа, и это хуже, чем ошибка. Это преступление, потому что они уже принимают все участие в этой войне. Они финансируют, дают оружие. Это уже принятие участия. А второе, нет никакой логики ни в поступке Путина, когда он напал на Украину. Не будет никакой логики, когда он уже достал эту карту ядерную и машет ею. И он будет махать до тех пор, пока будут бояться. Как только скажут, все, мы тебя не боимся, мы действуем так, как действовала Турция, когда сбили российский самолет, значит, вот в этот момент они станут политиками. И сейчас пока что, ну, очень жаль. Послушай, но мы говорим о том, что есть армия и есть единение в Украине. Донбасская война или противостояние создали эту армию, которой не было в самом начале, которой не было тогда, в 2014 году. И аннексия Крыма стала вот этой вот точкой отсчета, началом. Скажи, ты как человек, вот как художник, исследовавший Донбасс, мне видится такая диалогия или фильмы противовесы друг другу, что ли. Майдан и Донбасс, твои фильмы. Как тебе кажется, вот это явление социальное, политическое, мировоззренческое, явление вот этих ДНР и ЛНР, это явление тоже архаическое, оно имеет отношение к СССР, или наоборот, это новейшее постмодернистское явление, или и эстетически, и этически. Это часть Украины органическая, которая должна в какой-то момент с ней примириться и слиться в каком-то единстве. Или все-таки нет,
Не политически, а, ну, скажем, ментально, что ли. Но опять-таки, мне кажется, что это исторически тоже так сложилось, что было удобно именно вот это шоу провести именно там, на этих территориях. Если бы попробовали вот такой же перформанс сделать во Львове, я думаю, что там не осталось бы и перьев от того, кто приехал на этот перформанс. Все-таки в Львове или в Киеве люди в этом смысле тверже, и они бы это не позволили делать. И там есть своя причина, почему именно эта территория. Ведь она не так давно была освоена, исторически не так давно, и там театры или там, кинотеатры, все эти заведения культуры, они не так давно тоже появились. И я думаю, что с Крымом тоже понятно. Понятно было, что вот с этими местами все удастся более-менее. И то при неуверенности и не бездействии украинских властей на тот момент. Это тоже необходимо расследовать, потому что очень все было непонятно. Ведь всем ясно было, это же тоже как шоу было, всем ясно было, чьи это войска, что это за значит, зеленые человечки ходят. Но все делали вид, что мы не понимаем. Я имею в виду и Запад тоже. И как бы давайте тоже, вот такая же ситуация, как с ядерной бомбой сейчас. Давайте, ну, не будем это трогать, давайте как-то замнем это. Я думаю, что я слышал, что говорили, что такие были указания не трогать их. И может быть, даже какая-то договоренность, я не знаю. Я просто предполагаю, потому что ощущение было такое, что эту территорию как-то уже начали разыгрывать. Я имею в виду Крым, в тот момент. Все было очень странно, потому что для военного есть приказ, и если кто-то появляется на территории устав караульной службы, если кто-то появляется чужой на территории части, то не надо спрашивать там, не знаю, президента или парламент, можно ли мне стрелять или нет. Он обязан стрелять, и все. А тем не менее, там этого не произошло. И какие-то части, кстати, были выведены с оружием. Тихо, вот те части, которые могли оказать сопротивление, но им не дали такого указания или как-то там получилось. Вот, и я думаю, что вот этот опыт перформанса, который там прижился на этой территории, где больше вот мертвого, чем живого, он как-то так вот там очень-очень успешно удался. Общество спектакля. Ну, в какой-то степени да, потому что, значит, во что сыграли? Сыграли в иллюзию советского счастья. Ну, то есть вот у нас было так хорошо когда-то, но эти люди, они не хотят построить Советский Союз, они хотят жить в своей иллюзии. И дальше, когда смотришь все, что они там, изображают, ну, вот все, что является творимым для, ну, например, в школе утренники или что-то такое. Ну, смотришь, это абсолютный абсурд такой. А потом переходишь, смотришь, допустим, заседания какие-то, выступления каких-то официальных людей. Ну, это абсолютный абсурд. А потом, значит, ну, дальше какие-то шествия или массовые мероприятия. Это абсолютный абсурд. И они не замечают, вполне возможно, что они в этом участвуют, поскольку для них это нормально, это никакой не абсурд. И вот это поразительное состояние сознания, когда ты не видишь настоящего и находишься в этой имитации, в которой находятся люди не потому, что телевизор работает и побеждает, а потому что нету навыков критического мышления, навыков мышления вообще. Как говорил мой педагог по физике, трудно думать с непривычки. Привычки думать нет. Вот. И поэтому я думаю, что вот я всегда говорил, что ответственность за то, что пропаганда влияет на людей, с одной стороны несет пропагандист,
Но с другой стороны, эту ответственность делит и тот, на кого эта пропаганда влияет. Он тоже несет ответственность за то, что он такой идиот, даже если он верит этому. Как говорил Пятигорский, это идиот, это тот, кто, значит, имеет голову, но не пользуется ей для того, чтобы для жизни, для своей жизни не использует ее. Сергей Лазница – режиссер 21 века. Собственно говоря, первые его работы были сделаны в 90-х годах прошлого века, но они были совместными. Ну а первая его самостоятельная картина – это 2000 год. Но при этом он не мыслит себя и не существует без 20 века, к которому постоянно обращается в своих фильмах – игровых и неигровых. Наверное, фильм, который прославил Лазницу на весь мир, это картина, в которой он выработал свой уникальный стиль «Блокада». Этот фильм сделан о блокаде Ленинграда, одной из самых болезненных точек Второй мировой войны или же Великой Отечественной войны. Это табуированная тема, которая еще не считалась табуированной в Российской Федерации тогда, когда фильм делался. Это фильм, который состоит из знаменитых в основном кадров города, который постепенно превращается в мертвый город, трагедия, о которой мы много слышали и много читали, но которая оживает перед нашими глазами благодаря фантастически тонкой работе со звуком. Звук сделан новый. Точнее говоря, это тот самый звук, который возвращается в эти кадры и оживляет их, превращает их в что-то практически репортажно окружающее нас. То есть зритель становится не только наблюдателем, он фактически присутствует внутри этого мира. И очень жесткая концовка. Это не просто салют освобождения, это казнь. Казнь немцев в освобожденном Ленинграде. Это документальные кадры, это было на самом деле. И, однако, очень многих это вызвало чувство протеста, потому что ведь мы знаем, что блокада, война, Великая Отечественная – это жертвенность нашего народа. С публичной казнью, пусть даже совершенно справедливой, это очень плохо сочетается, прежде всего эмоционально. Но Лазница – режиссер, который не то что не боится каких-то табуированных, закрытых зон, он идет прямиком туда и исследует самое болезненное, самое непривычное для зрителя, который так или иначе живет в плену своих штампов и своих собственных клише. Иногда это навязанные клише. Другие фильмы, связанные вот с этим монтажным методом, их было много в творчестве Лазницы, но я опять хотел бы обратиться к фильму «Бабий Яр. Контекст». Контекст, потому что само событие Бабьего Яра там не показано, не существует этих киносъемок. Однако то, как входят в украинские города немцы, кадры еврейских погромов совершенно шокирующие. И кадры унижения, потом уничтожения еврейского населения в самый черный страшный момент вот этого массового убийства, они сменяются просто надписями, текстом статьи Василия Гроссмана «Украина без евреев», знаменитая статья, и остальное зритель додумывает сам. Здесь мы сталкиваемся с методом Лазницы, который можно было бы свести к словам Михаэля Ханеке. Фильм — это трамплин, прыжок совершает зритель. Зритель Лазницы всегда соучастник этого творческого процесса. Режиссер предлагает ему какую-то последовательность событий, но зритель обязан делать выводы сам, и эти выводы могут быть совершенно разными. Например, для многих фильм «Бабий Яр. Контекст» в Украине показался чем-то совершенно возмутительным и дискредитирующим какой-то публичный образ Украины во Второй мировой. Режиссер на это всегда отвечает, что он показывает реальность, документальные кадры. Но и современный взгляд на Вторую мировую войну очень важен для его картин. В частности, это две
ленты «Аустерлиц», сделанный в бывших лагерях уничтожения евреев. Это черно-белый фильм, в котором мы видим исключительно современных туристов, которые ходят по этим лагерям и все рассматривают. Это столкновение современного человека с следами страшного, непредставимого и неподвластного кинематографу – это очень сильное зрелище. Ну и, конечно, фильм «День Победы». Своего рода диптих он составляет с Аустерлицем. Берлинский Трептов парк, куда 9 мая, а вся Европа освобождение от фашизма отмечает 8 мая, но 9 мая, День Победы, советский День Победы, и постсоветские люди, наверное, там есть и русские, и украинцы, и белорусы, кого только нету, и, собственно говоря, немцы, многие из них из ГДР, они приходят в Трептов парк для того, чтобы отметить этот день. Великим Днем Победы! В честь этого праздника наше русское! 2 отрывистых, 1 раскатистый! Ура! 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 Опа! И вот этот вот страшноватый и величественный карнавал, проиллюстрированный барельефами, монументальными барельефами советского времени, тоже создает очень странный конфликт, в том числе в сознании современного зрителя. Но выводы, которые делает зритель, наверное, зависят от того, где этот зритель находится, сколько ему лет, каков его опыт, что он думает, что он знает о войне. Это такой пазл, этот фильм без какого-то запланированного финального результата. Наконец, Лазница снимает игровые фильмы о войне. О фильме «Донбасс» мы уже поговорили, но есть и картина «В тумане». Это очень редкий случай, когда рассказ о войне кинематографический находится в традиции советского гуманистического военного кино. Традиция, которая почти забыта в постсоветское время. Когда-то Колотозов или Тарковский или Лариса Шипитько снимали свои выдающиеся картины, которые смотрели по всему миру. Ну и, собственно говоря, Василий Быков, по книге которого Сотников когда-то было поставлено легендарное «Восхождение», он же автор повести «В тумане». Я знал, что придете. Значит, вину свою понимаешь. Но ведь повесили. А его выпустили. За что? Это история предполагаемого коллаборациониста, которого ведут на казнь 2 партизан. Только он не виноват. И этот фильм Лазницы рассказывает в большей степени об этическом выборе, как когда-то рассказывало «Восхождение», о том, какой выбор совершает человек и как он разделяет и различает добро и зло. Это всегда очень сложная работа. Но Лазница уверяет нас в этой трагической картине, что эта работа на самом деле по силам каждому, кто не испугается ее проделать. Несколько слов о Второй мировой войне. Она же Великая Отечественная. Какова роль войны, памяти о ней, замалчивания этой памяти, искажения этой памяти в нынешних событиях в Украине и в том, как их видят многие, или как их пытается показать пропаганда из России, и в том, как их видят многие с Украины. Мы, например, видим, что обе стороны активно пользуются словами нацизм, фашизм, словами, которые от того, что 2 противоположные страны их применяют, фактически стираются и перестают что-либо значить. Они используются не как исторические слова, относящиеся к конкретному периоду, там, к 30-40-м годам, а как некое представление, которое у каждого в голове свое. Или как минимум у украинцев и у россиян это 2 совершенно разных представления. Как тебе кажется, какова природа этого и почему Вторая мировая или Великая Отечественная до такой степени не отболела,
что является единственной метафорой, единственной оперативной базой для разговора об этом. И в конечном счете, как в дурном сне, как в страшном кошмаре, как в твоем фильме «Кротко», который заканчивается повторением страшного кошмара, приводит снова к войне, к бомбежкам мирных городов и к картинам, которые чудовищны еще и тем, что вызывают дежавю. Очень непростой вопрос. Дело в том, что отношение к этой войне у поколений, которые живут сейчас, со временем изменилось, поскольку совершенно отсутствовало знание о том, что происходило. Ну, мы знали, но многое не так. Но как отсутствовало, когда об этом миллионы книг, исторических книг, художественных книг, миллионы фильмов, документальных фильмов, игровых фильмов. Нас принуждали в детстве смотреть «Обыкновенный фашизм». Вот мое поколение, например. И это прекрасный фильм, очень полезный. До сих пор у меня прививка от некоторых вещей благодаря ему. Но нас буквально классом на это вводили. Вот там где-то в 80-х годах. Ну, то есть ты знал, что вот такое быстрое и глубокое проникновение немецких войск на территорию Советского Союза случилось из-за того, что враг внезапно напал. Ну, это ерунда. Это отсутствующее знание. Они оставили там Брестскую крепость, ну, крепость хорошо, укрепрайон хорошо, потом. И пошли дальше. Вот это первый вопрос, это ключевой вопрос, почему так случилось. Ну, ты знал, что Советский Союз подогнал, то есть Сталин подогнал огромное количество дивизий к границе, ну, для того, чтобы, видимо, защищать страну, но эти дивизии потом все, или большая часть, кто-то сопротивлялся, да, но почему-то оставили танки, пушки, и причем у Советского Союза было гораздо больше танков, пушек, чем у Германии и так далее. То есть случилась какая-то непредвиденная вещь. Люди просто в большинстве своем отказались стрелять или принимать участие. Ну, я какую-то крамолу говорю, тут очень много людей, которые будут меня за это но, значит, один тот факт, что в плен попало там 3,5 миллиона, из воюющей армии 5 миллионов за первые полгода войны, даже на Западе об этом не знают. Я когда говорю, у них глаза на лоб. А ты тоже в курсе был, что в разных частях вермахта и, значит, служило около 1 200 000 бывших выходцев, граждан, там, не знаю, Российской империи, Советского Союза. И были разные даже по национальности дивизии или там подразделения. И азербайджанские, и армянские, и там, татарские и так далее. Ну, это очень много людей. Там, мы все знали, что в этом Сталинграде воевало там, каждый третий воевавший был русский, 145 000 из 500, армия Паулюса. Значит, ну, русские, там, украинцы, я не знаю, разные. То есть это фактически продолжение той самой гражданской войны, и причины тому ясные. Потому что, ну, этого Сталина никто, все так ненавидели, а тем более, куда они заходили? Они заходили в Украину, да? Они заходили в Литву, да, где там хорошо пошерстил. Заходили куда там? В Беларуси, тоже это бывшая территория Польши. То есть так вот, как нож в масло, и поэтому их и встречали, там, как в фильме вот, «Бабий Яр. Контекст», там есть кадры, как встречают там немцев, которые освобождают Львов. Да? Ну, большая часть населения Львова все-таки это поляки. Да? А и те поляки, которые уже попали в Польшу под немцев, не понимали тех поляков, которые встречали этих немцев и сотрудничали с ними, которые были в Советском Союзе. Они не понимали. Да, потому что Польша не была такой дикой, такой варварской, бесчеловечной, как Советский Союз. И, значит, они доходили или дошли, немцы, в принципе, могли, если бы не было этой бесчеловечной политики по отношению к оккупируемым, захватываемым территориям, то они бы, в принципе, могли, наверное, и удержать все это.
Поэтому там, не знаю, где серьезно уже остановили их, это была линия перед Киевом, и там уже они постояли. Они туда дошли, по-моему, 20 августа. 20 августа. Довольно быстро. Вот. И все бросила эта армия. Да? Значит, еще раз, из 5 миллионов 1,5 миллиона осталось. Но практически вот эти 5 миллионов первые, которые встречали, они не выжили. Почти все. Мы это знали, учили, в школе нам рассказывали. У Симонова есть там, «Живые и мертвые» романы, я это прекрасно прочел его еще в детстве. И меня поразило, там есть эпизод, когда на безоружных этих добровольцев привозят куда-то, бросают в поле, ну практически крамола. И они попадают сразу же в плен. Там, под танки. И я об этом эпизоде на уроке русской литературы стал говорить. У учительницы глаза полезли на лоб. И я не понял. Вот. Ну, я говорю, Симонов же убей немца. Ну, вот пишет, живые и мертвые. Но даже это лучше тихо ша. Вот хорошо, но как сегодняшний день? То есть ты хочешь сказать, что все, что мы видим сегодня, все, что сегодня происходит, просто тупо от полного незнания истории и от замалчивания того, что было? Нет, все, что сегодня происходит по своей логике, потому что Советский Союз как был тоталитарным государством, так Российская империя или Российская Федерация, которая там не Российская, не Федерация, опять-таки, два слова оба неправда, значит, она также как правопреемница, то есть бесправие преемница бесправия, потому что какое право было в Советском Союзе, что там принимать-то, она, значит, продолжает эту традицию. И это такой же, не знаю, иной, чем в Германии, но такой же тоталитарный режим. Такой же абсолютно, там, значит, этот национальный фактор очень важен, а здесь все-таки, как это называется, многонациональная страна, этот фактор сложно использовать, но тем не менее они уже это пытаются делать. Почему? Потому что ввели в Конституцию такое понятие, как государство-образующая нация. Да? То есть они даже в Конституции заложили основу, которая была вот в идеологии Рейха. Но там же все уже проработано. Дело в том, что, опять возвращаясь к этому опыту советскому, если его изучить, можно видеть вот белыми нитками, что шито. Я хотел закончить по поводу сравнения, сопоставления Второй мировой войны и того, что войны, которая происходит сейчас. Их нельзя сопоставлять. Не только потому, что тогда двигались по карте слева направо, а сейчас справа налево двигаются, значит, но и по другой причине, очень серьезной. Дело в том, что тогда сражались между собой два тоталитарных государства, сейчас сражается тоталитарное государство против государства свободного, демократического. Тогда людей нужно было гнать туда-сюда и поставить их в ситуацию, когда они осознали, что при немцах хуже, чем при своих, и тогда началась 1942 год, перелом. Тогда началось это движение, и уже началось там сопротивление какое-то и так далее. И тогда это все, значит, как-то отматывалось в другую сторону. Сейчас не нужно никому ничего объяснять. Значит, объяснять нужно тем рабам, которые идут и выполняют кое-как приказ. И мы видим, как, значит, это экономика рабовладельческая или военные действия рабовладельцев отличаются от военных действий свободных людей, которые, может быть, технически не так обеспечены хорошо, но, тем не менее, их свобода и понимание того, что они делают, я имею в виду украинских солдат, компенсирует все эти технические недостатки. А рабы оттуда бегут, сдаются в плен, не понимают, что, мямлят что-то, говорят там, не знаю, я не знаю, мама, я в плену и так далее. Мы случайно здесь ходили или там, не знаю, мы не знали, куда мы ехали.
Сергея Лазницу можно назвать родоначальником особенного жанра – постсоветский хоррор. Вообще, фильмы ужасов в новом российском кино приживаются не очень. Слишком неуютна сама наша реальность. Из этого исходит и Лазница. Его дебютный игровой фильм «Счастье мое», как будто бы противоречия этому идиллическому названию, рассказывает историю водителя, который заблудился в глубинной России. Заблудился и пропал. Фактически растворился. И эта история растворения личности, ее исчезновения, ее стирания в порошок рассказана параллельно с мистически связанными с современностью событиями Второй мировой. Именно туда вынужден вернуться зритель для того, чтобы увидеть начало этого процесса уничтожения человека и человеческого в нем. Еще страшнее фильм «Кроткая», который позаимствовал свое название из повести Достоевского, но не имеет практически никакого отношения к этому тексту. Первый раз, что ли? Муж за что сидит? За убийство. Кого убил-то? Никого. Следующий. Я могу знать, где мой муж? «Кроткая» — это история женщины, которая живет где-то в центральной России, а муж ее сидит где-то на севере в тюрьме. И вот однажды посылка, которую она отправила мужу, приходит обратно. Почему? Неизвестно. Возможно, мужа уже нет в живых. Возможно, его освободили, он едет домой. А может быть, его куда-то перевели, она не знает. Никто не дает ответа, дозвониться, дописаться невозможно. И вот она, собравшись, отправляется туда, на север. Эта история чем-то похожа на замок Кафки. Кстати говоря, замок снимался тоже в постсоветских краях, в Даугавпилсе. Это тамошняя тюрьма. И когда она приезжает в этот воображаемый вымышленный город, никто не может дать ей ответа, где ее муж. Она погружается все глубже в эту трясину, и уже ясно, что вернуться, видимо, ей не удастся. И в какой-то момент она, как и в «Счастье моем», оказывается в страшном, нескончаемом кошмаре, в страшном сне, где вечный 37-й год. И избушка, она же колонный зал, где на воротах стоят стражи из НКВД, а внутри вечный банкет. Банкет, очевидно, на чьих-то костях. На самом деле Лазница умеет создавать этот жуткий эффект и в своих документальных картинах. Еще одна его монтажная картина, совершенно незабываемая, это фильм «Процесс». История процесса промпартии, первого организованного процесса сталинского времени. Это самое начало 30-х. И история инженеров, которые заключили сделку со следствием и были вынуждены на камеру, тогда все это снималось как большое кино, рассказывать о том, как они копали туннели, как они планировали убить товарища Сталина, как они продали родину европейцам. И потом их всех, конечно, приговорили, но поскольку была сделка, их освободили. Государственное обвинение требует от специального присутствия Верховного суда расстрелов всех до одного посмертно. Но было дано начало массовым репрессиям и поиску врагов народа. Именно тогда. Страшнее этого фильма, мне кажется, трудно себе что-то представить. Сегодня он обретает новую актуальность. И еще один фантасмагорический монтажный хоррор документальный – это фильм «Государственные похороны». Его название «State Funeral», впрочем, можно перевести и как «Похороны государства». Этот фильм смонтирован из сцен прощания с Иосифом Сталиным. Конечно, мертвый, но вечно живой Сталин – это герой, который, увы, в наших Палестинах не устаревает. Он всегда интересен, он всегда актуален, даже когда он абсолютно и бесповоротно мертв. Как всегда, никакого комментария, и, как всегда, фильм работает двойственно.
На самом деле, правоверный сталинист может посмотреть его и искренне ронять слезы и оплакивать генералиссимуса. Ну, а у кого-то другого, конечно, это вызовет дрожь и ужас. Этот фильм страшнее любой вампирской сказки. На самом деле Лозница начал исследование того, как работает пропаганда, а именно в пропагандистских целях снимался и этот самый процесс промпартии, и похороны Сталина. Просто не вся пленка потом была использована, а сейчас он нашел ее и использовал, превратив в свои фильмы. Так вот, начиналось все с фильма «Представление». И эта картина смонтирована из старых пропагандистских советских роликов. Лозница никак их не комментирует. Он не говорит, что вот вам показывает выдуманную реальность, но была еще и такая настоящая. Достаточно всмотреться в мертвенный лик этой выдуманной реальности для того, чтобы сделать выводы о том, как она расходится с тем настоящим, что на пленку не попало. Ты, как человек, давно изучающий пропаганду, начиная со своего фильма «Представление», и как человек, который ее, в общем, разрушая какие-то сложившиеся уже представления, как в фильме «Блокада», например, или «Бабий Яр» контекста. Как ты думаешь, в целом искусство и кино может что-то противопоставить пропаганде? Пропаганда, она идет отовсюду, она гораздо грубее, она действеннее, в нее вливается больше денег и ресурсов. Пропаганда — это телевизор, пропаганда — это интернет на сегодняшний день. Вот кино. Понятно, что твоя аудитория или моя аудитория в этом Ютубе несопоставима с этими аудиториями вообще. Искусство, которое в особенности говорит правду, а правда всегда неприятна. Да, это ее свойство. Что оно здесь может вообще? Да, есть даже такая книга, которая описывает все это. Каким образом можно искусство использовать для того, чтобы защититься от вражеской идеологии, например. Такую задачу себе поставила ЦРУ, когда, значит, они поняли, что советский реализм или соцреализм как-то привлекателен для американцев. Значит, и они решили тогда сделать что-то, что было бы популярно, что перебило бы всю эту стилистику. И они выбрали, и они поставили на свободу, выбрали слово «свобода». Нам важна свобода. Нам свобода в искусстве. Это что? Это Поллок, Уорхол, Ротко. Художники, которые не имеют, как это называется, конкретных форм, которые могут... Не фигуративное искусство. И они раскрутили это направление, и оно стало популярным в искусстве. И это, значит, не только касается художников, я просто читал книгу о художниках именно. Да? И, значит, они таким образом, CIA, когда оно было еще в силе, таким образом они противопоставили свободу несвободе. Я не говорю, что фигуративное искусство не свобода, но в данном случае вот это то, что ползло оттуда. Да? Не запрещать там, не знаю, художников, а создать что-то свое. Запретить очень просто, но этот запрет, он всегда, значит, сладок, все хочется посмотреть, что же от нас как-то там отняли. Но создать что-то свое привлекательное. Вот чем должны заниматься сейчас художники, режиссеры в Украине. Создать свое, чтобы увлечь мир. Мне кажется, что это вот тебе ответ, если да, можно, но при этом необходимо иметь ум и необходимо иметь деньги. Потому что для того, чтобы раскрутить, можете себе представить, неизвестный кто-то, и мы поехали. Ну, сейчас всему миру будет интересна Украина, уже интересно. Да, я понимаю. Непонятно, какие именно будут художественные последствия этого интереса. Сколь долго он продлится, мы понимаем, как мир забывчив, как он легко переключается, но тем не менее это факт. Да, конечно. Но вот посмотрим, нужны таланты, профессионалы. Кстати, интересно, ты вот стал говорить про Ротко, который тут неподалеку в Даугавпилсе родился. Да. Сейчас, извини, я скажу тебе, что вот одна вещь такая. Ротко висел в Макдональдсах.
Можете представить? Ну, мне нравятся такие Макдональдсы Да, сразу. конечно. Конечно. Мне тоже, я бы и сейчас с удовольствием там видел его картины. Да. Ну вот, я хотел сказать, что дико обидно осознавать, что весь этот авангард, из которого вырос и американский абстрактный экспрессионизм, он же был придуман в молодом СССР, точнее говоря, немножко до его появления. Я только что перечитывал Хлебникова, ну, конечно, Малевича, читать его очень трудно, но смотреть на его картины прекрасно. Вот. Или Филонов. Это совершенно гениальные, самобытные люди, которые придумали абстракцию, которые придумали свободу в искусстве. Ты смотришь на «Зеленую полосу» Ольги Розановой, это одна из моих любимых вообще картин в истории. Она умерла совсем молодой. Кстати говоря, вместе со своим сожителем Крученых она создала потрясающий антивоенный манифест, книгу текстов и рисунков под названием «Война». То есть, на самом деле, получается, что у Советского Союза был потенциал для этого искусства свободы, а не пропаганды. У Российской империи был потенциал, значит... Ну да, его- началось в Российской империи, это правда. Но, тем не менее, все эти художники были левыми, почти все они с восторгом приняли Октябрьскую революцию, это тоже факт. Ну, да, но это потенциал, значит, я имею в виду талантливые люди, да, безусловно, были в Российской империи, и потом их потихоньку, как пасту из тюбика, вытесняли оттуда, и делали это совершенно планомерно. И, естественно, конечно, значит, колоссальное влияние на то, что потом стало развиваться на Западе, они создали. Безусловно, я все думаю по поводу памятников. Значит, в Киеве стоял такой памятник Ленину. Он был сделан из какого-то уникального и цельного куска карельского мрамора. Когда был Майдан, значит, этот Ленин был разбит на части, свален с пьедестала и разбит на части. Вот как произведение, не как Ленин, а как произведение искусства, мне жалко, что это разбили на части. Опять-таки, не как символ советской власти, к черту эту советскую власть. Значит, но вот то, что его разбили на части, жалко. Ну, взяли бы, куда-нибудь отнесли. Но тогда был такой эмоциональный момент. Да? И памятник прекрасный сам по себе. То есть есть, с одной стороны, само произведение искусства, как оно сделано, и б, что она символизирует, олицетворяет, и какому мерзавцу сделан этот памятник. Ну вот как, значит, Петр I, это уже такая еще фигура очень любопытная, которая там поднимала на дыбы Россию, да, значит, и пролила какое количество крови, там по Петербургу ходить нельзя, значит, эти косточки русские, этих мужиков, там десятки тысяч он утопил в этих болотах на строительстве этого прекрасного города. Или памятник этому, господи, Богдану Хмельницкому. Уже киевляне привыкли, да, рядом с Софией стоит на площади, на Софиевской. Значит, памятник неплохой, но у этого памятника тоже есть история. Он там, значит, сбрасывал, там была вторая часть, он сбрасывал туда во враг, там ляха, жида, еще кого-то. Но царь русский это вычеркнул эту часть, убрал этого памятника. Да? Значит, памятник, ну, неплохой, но сколько этот товарищ господин, не знаю, атаман Хмельницкий. Во-первых, что он сделал для Украины? Он же все-таки заключил мир и пригласил туда русских, да? Он стоит. И второе, значит, ну, против поляков, естественно. И второе, это, конечно, количество евреев, которое было убито вот во времена этой смуты, когда он был во главе этой смуты. Да? Значит, и что теперь с этим делать? Есть вот культурная традиция наша, есть внешнее, что это, а есть символическое обозначение, ведь памятники, обрати внимание, в основном ставят всяким мерзавцам, да, которые пролили больше всего крови, вот этот памятник и стоит. Там. Бывают символические памятники. Я думаю о твоем фильме «День Победы» от Рептов в парке. Там это чисто советское, соцреалистическое искусство. Да. Но это прекрасная скульптура. И в особенности, когда ты сравниваешь живых людей с этими воображаемыми героическими солдатами, это какие-то египетские руины или древнеримские, где тоже, в общем-то, были довольно тоталитарные государства, и поэтому они создавали такое монументальное искусство. Ну, он даже, я думаю, что это Мексика.
Он Ну, так Мексика, то выстроен. есть с человеческими жертвоприношениями. Да, сразу. да. Ну и тоже прекрасное искусство, архитектура, эти пирамиды. Ну, конечно. Черт что. Ну, конечно. Вот мы возвращаемся к фильму опять. Это прекрасный фильм «Летят журавли». Это прекрасный фильм. Или там, я убираю эту всю идеологию, ну, вот, скажем, «Октябрь». Но это же вранье такое абсолютное. Это же Фейк news. Фейк-ньюс. но как фильм. Кино это гениальное. гениально. Когда там Вот этот что мы- бюст или что-то, это просто Да, абсолютно гениально. Да. Ну, воздействие этого фейк-ньюс на человечество колоссально. Там где-то в Париже, по-моему, стояли кинотеатры, специально было построено, там по всей Франции, наверное, в рабочих кварталах, где крутили «Броненосец Потемкин». Там, «Октябрь» «Броненосец и так далее. Потемкин» — прекрасный фильм, кроме того, что он технически прекрасный. Его идея — это фильм о свободе, о милосердии, это фильм против насилия. Хотя, конечно, правы те, кто говорят, что методы Эйзенштейна — это тоже методы насилия. Это другой вопрос. Но идеологически это фильм против насилия. Я тебе могу одну вещь только сказать. Это воспоминания свидетеля, который помнит восстание. Сейчас вот выложили это какой-то Колумбийский университет, по-моему, Потемкина выложил. восстание. Да, он Потемкина восстание помнит. И вот, значит, это лестница. Да? Лестница Потемкинская, естественно, по которой шли свободные люди, их встретили, значит, и начали расстреливать. Да? Значит, по этой лестнице шла голота, то есть это люмпены, которые напились рома внизу. И, значит, они разбили эти склады, воспользовавшись непонятной ситуацией в городе, восстанием этого броненосца. И, значит, они шли наверх, чтобы громить магазины. Вот что было в жизни. Хорошо, вот и Потемкинская что? Нет, что? это ничего. Я пытаюсь говорить вокруг. Вот ты задал вопрос, вот что делать с памятником Черчиллю, условно говоря, или вот Ну, Черчиллю еще ладно. Ну, его тоже пытались там уже Ну, сверху. ты знаешь, если мы отойдем от наших Палестин и даже от Второй мировой, посмотрим, не знаю, на Бельгию. Вот король Леопольд. Да. Один из самых кровавых злодеев в истории человечества. Да. Но там надо не памятники сносить, которые там есть до сих пор, а просто весь город Брюссель тогда сжечь, потому что он построен на эти кровавые деньги. Конечно. Ты говоришь про Петербург. Петербург не эксклюзивен. Конечно. Про Америку тоже можно много рассказать. Да, конечно. Вот, значит, так что с этим делать? Вот сжигать это все, как требует... Нет, я ничего сжигать не предлагаю вообще. Ну, не ты, радикальные вот деятели, они начинают с памятников, а потом начнем взрывать все. Значит, это как лучший вид на этот город, если сесть бомбардировщик, да? И что с этим делать? Вот это изучать надо. На это надо смотреть, может быть, убрать, потому что, ну, совсем позорно там Ленина ставить или... Ну, это надо убрать, но это нужно оставить как произведение искусства. Может, оно не должно торчать на этом месте, да? Но во всяком случае есть две вещи. Есть символическое значение и художественное. Вот. Часто они слишком спаяны, очень трудно разделить одно Да. от другого. И вот тут ты сказал изучать. Насколько искусство, даже документальное, которым ты занимаешься, способно выполнять эту аналитическую функцию? Мне кажется, оно скорее к анализу призывает зрителя, чем само это осуществляет. Нет, само искусство не осуществляет такое. Не Это может. Не может и Ты не- можешь не- осуществлять, но ты не можешь это транслировать. Человек все равно увидит на экране то, что он или она увидит. Конечно. И изучать в том смысле, что смотреть на это и думать, и пытаться понять, там, и отвечать на все вопросы, которые возникают. Может сложиться впечатление, что Сергей Лазница – режиссер, который работает исключительно с черным жанром, который не верит в хэппи-энды и фильмы которого один страшнее другого. Ну, в некотором смысле многие его картины именно таковы. Но есть среди его фильмов и замечательно светлые и поэтичные. А есть фильмы, которые внушают надежду. Я бы объединил их в своеобразную трилогию свободы. Это фильм «Майдан», о котором я уже говорил. Потрясающая, возвышенная хроника революции. Это, конечно, фильм «События». Это тоже монтажная картина, которая показывает потрясающие несколько дней путча в Ленинграде, который вот-вот превратится в Санкт-Петербург.
Надо сказать, что никаких событий по-настоящему значимых, таких как выход войск, танков, чьи-то смерти, ничего этого на улицах Ленинграда не было. Ждали этого события. Событием была смерть империи. И то, как это событие происходило, в этом фильме показано потрясающе. Это картина, которая воспевает свободу в множественных портретах вот этих вот рядовых участников грандиозного сдвига. Сдвига, который для многих стал крупнейшей катастрофой 20 века. Но, очевидно, не для автора этой картины и уж точно не для меня. Ну и, наконец, фильм «Господин Ландсбергес». Это не столько портрет Ландсбергеса, который действительно был руководителем Литвы в этот вот переходный драматический момент конца СССР. Это история о том, как маленькие независимые республики обретали свободу, отделяясь от этого гиганта, от монструозной империи. И это картина, которая смотрит в сегодняшний день, говоря о вчерашнем, и сообщает нам, что свобода все-таки это не мираж, что она все-таки возможна. Мы все время говорим о несвободе и о желании этой свободы. Окей, это немножко становится смехотворным, когда свобода — это концепт, придуманный ЦРУ для того, чтобы победить соцреализм. Но свобода — это же и внутренняя категория. И некоторые из твоих лучших фильмов, и тот же «Майдан», и, конечно, «События», и сейчас «Господин Ландсбергес», они все о выработке вот этого сложного, редкого материала свободы. До какой степени работа кино или работа искусства может способствовать вырабатыванию этого вот вещества? Искусство это делает по определению. Кстати, концепт свободы не придумывал ЦРУ, они просто использовали, поставили как слоган, они просто концепт своих действий придумали, что нас защитит. Я думаю, что если это искусство, то в нем уже все то, о чем ты говоришь, заложено изначально, если это искусство. То есть оно всегда противостоит тому, что нас окружает, и не является тем, что нас окружает. Это всегда кентавр какой-то, сочетание несочетаемых вещей, которые создают определенный смысл. Те козла-олени, что называется, ну, по Аристотелю, которых нету в жизни на самом деле, но, значит, они отражают эту жизнь под таким сложным, непростым углом, когда мы начинаем видеть жизнь, вот, в результате, глядя в это отражение. Поэтому, я не знаю, что тут сказать. Значит, и, ну, какой был взрыв вообще-то в начале 20 века, в переломе нашего взгляда. Потому что наш взгляд постоянно двигался, вот, уже и внутрь зашел. То есть это Рихтер, это уже мы внутрь зашли. Я никогда не расстаюсь со значком кадра из «Андалузского пса», где глаз разрезает бритва. Бунюэль, вообще, если выбирать одного режиссера 20 века, возможно, я выбрал бы его. Ну, в разное время меняется, потому что он и есть провозвестник этой самой свободы, и в то же время лучший его, на мой вкус, фильм «Призрак свободы» говорит о том, что эта свобода невозможна, что она всегда призрачна. Тем не менее, это ведь акт жестокости, разрезания глаза, даже если это иллюзия, даже если это киноаттракцион. И получается, что ты говоришь об этом взрыве, но ведь это и реальный взрыв. Одновременно с этим это революция, мировая война, две революции, кровопролитие, приведшее к еще большему кровопролитию. И мы с тобой говорили вокруг твоего фильма «Бабий Яр» контекст о том, что это революция, гражданская война, только что был восстановленный вот этот зиговерт в истории гражданской войны, которые не закончились, которые продолжаются до сих пор. И не пытаясь спекулятивную мысль о так называемых братских народах сюда как бы всобачить, я все равно скажу, что кровопролитие в Украине — это все равно эхо гражданской войны. Конечно. И мы ну как бы, собственно, те кровопролития в Украине, которые происходили в 20-х,
они аукаются сейчас. Я генетически с этим связан. Мой прадед, с которым я не был знаком, был пулеметчиком при Котовском, его Петькой, если вспоминать Чапаева. То есть эта связь, я говорю, это не одобрительно и не как-то оправдательно и не осуждающе, это просто факт моей семейной истории. Был бандитом. Да, ну получается, что так, Котовский был бандитом, но потом он стал выдающимся ученым и медиком. Я хочу сказать, что такое впечатление, что эта война не закончится никогда. Ну, то есть как? эта война в Украине, я очень хочу верить, что она закончится вот-вот. И что у нас будет возможность какого-то исцеления после этого. Ну, хоть какая-то возможность. Какой-то очень дорогой ценой, конечно. Но глобально эта война идет так давно. Это война за свободу, освобождение от рабства. И вот то, что предлагает Россия, двигая свои ракеты, танки и так далее, это рабство. Они предлагают вот такую форму лжи, рабства, повиновения и бесчеловечности. Там же произошло за последнее время, даже по сравнению с Советским Союзом, там же дальнейшее расчеловечивание людей. То есть это абсолютно как бы шаг за шагом потеря морали. То есть люди привыкли, что аморально — это нормально. Это и есть наше моральное состояние. И даже не Свобода — замечая это рабство, война — это Ну мир. да, все, значит, и даже не замечая этого. Но это прежде всего демонстрировала власть. То есть можно было совсем по-другому развиваться, но это было опасно для нее. А цель очень простая — власть удержать. И делается все, чтобы это сделать. И понятно, почему Украина, не только потому, что надо восстановить бывший Советский Союз и Киев, там мать городов русских, что абсолютно как бы ерунда, это никак не связано. Это делается потому, что вот удастся украинский проект и случится все, и будут жить свободные люди, те же славяне, а через дорогу, границу, забор, не знаю что, стену будут жить несвободные, несчастные, значит, и смотреть на них. Но это коллапс тогда этой власти, потому что в какой-то момент наступит просто к чертовой матери вас всех. Я думаю, что вот можно потерпеть там каких-нибудь, как они думают, там литовцев, но они не наши, это за границей все равно. Это как бы ментально была за границей, но Украину нет. Но я уже не говорю о том, что там природные ресурсы в Украине колоссальные. И там, не знаю, запасы разных ценнейших металлов, которые не разрабатываются или частично разрабатываются пока. Там, конечно, я не знаю, если они сейчас все не уничтожат, все-таки производственные мощности. Что сейчас вот Мариуполь они полностью уничтожают там все эти заводы. И эта тактика, вот как не удалась нам на гоп-стоп операция, значит, за 3 дня, Блицкриг не получился, тогда мы все будем уничтожать. Вот эта тактика взята. Вот это ужасно, потому что видно, что совершенно наплевать на все. И это также действовали большевики всегда. Так был разрушен центр Киева, нам наплевать на это. Так был бы разрушен Ленинград или Петербург, потому что он тоже был минирован. И так была бы разрушена Москва. К чертовой матери все, если нас там нет. Вот эта логика. Ее нужно было иметь в виду уже давно. Ладно, давай будем надеяться, что главный природный ресурс, который еще не выработан до конца, это свобода. И что сколько-то мы даже из этой трагедии ее добудем, и какой-нибудь хэппи-энд у этой всей истории будет. Я просто даже не сомневаюсь. Вопрос цены. Просто какое количество жизней нужно за это будет положить. И ответственность за это теперь лежит на Западе, более развитых странах, которые, в принципе, могут это разрешить довольно быстро. Окей. Спасибо, друзья. Это был специальный выпуск «Радио Долин» из Вильнюса. Антон Долин и Сергей Лазница. Всем пока. Спасибо. До свидания.